Гориллы являются одним из самых исчезающих видов на Земле. Причиной этому является разрушением их естественной среды обитания в Африке и из-за вырубки лесов. Кроме того, они становятся жертвами браконьерства и незаконной торговли, что еще больше сокращает их популяцию в мире. Из-за этого предпринимаются самые большие усилия по защите этих больших животных. Один из таких проектов возглавляет Уилка, мужчина из Нидерландов. Мужчина понимает, что без вмешательства человечества у горилл мало шансов выжить. Радость была еще больше, когда горилла Анжель была беременна. Но тогда никто не мог и предположить, что произойдет в следующие несколько часов. Уилка узнал, что Анжель одоляется даже больше, чем обычно. Она отказывалась от еды и воды. Мужчина знал, что это может быть признаком скорой родовой деятельности. В конце концов она стала беспокойной, застонала и легла. Как и ожидал Вилка, начались роды. Специальная команда специалистов немедленно приступила к действиям и была готова вмешаться в любое время. Хотя Центру сохранения не хватало ресурсов из-за нехватки средств, у сотрудников не было недостатка в преданности своей работе. Они часто работали сверхурочно, работали в ночную смену и вызывались поддерживать работу предприятия. Из-за отсутствия передвижных сооружений пришлось поставить палатку в углу вольера Анжель. Некоторые смотрители даже приносили из дома постельное и расстелили его на полу, чтобы Анжель было удобнее. Без подсказки Анжель забрела в уютный уголок, устроилась там и подготовила свое тело к предстоящим родам. Несмотря на все их тщательное планирование, они упустили из виду одну важную деталь, которая вскоре вызовет большой переполох. Анжель уже начала готовиться к родам. Мощными толчками крошечное потомство, наконец, появилось на свет. Анжель была опытной матерью, эти роды отличались от ее предыдущих. Горилле пришлось использовать все свои силы. После необычайно долгих родов и благодаря поддержке помощников момент наконец настал. Результатом мучений Анжель стал маленький малыш гориллы с блестящими глазами и открытым ртом, сделавший свой первый в мире глоток свежего воздуха. Анжель взяла своего крошку на руки, нежно убаюкивая его и используя свои темные волосатые руки в качестве подушки в один трогательный момент. Его крошечная рука хватала ее за палец, пока она с любовью осматривала его, выискивая любые признаки слабости. После того, как она была удовлетворена, настала очередь специалистов. Анжель позволила ветеринарам осмотреть малыша. Она знала, что команда была здесь, чтобы помочь, потому что это были ее не первые роды. К счастью, новорожденный нормально дышал и хорошо реагировал на тесты. Уилка поблагодарил всех за хорошую работу. Внезапно Анжель почувствовала резкую боль, ее тело стало беспокойным, и ее внимание переключилось с ребенка. Внутри нее происходило что-то опасное. Уилка, наблюдавший с отдаленной смотровой площадки, заподозрил, что это могло быть какое-то внутреннее кровотечение. Тот факт, что Анжель не сделали УЗИ, теперь оказался рискованной и потенциально фатальной ошибкой. Горилла каталась по земле, пока ветеринары пытались дать ей лекарство. Но каждый раз, когда они приближались, горилла сопротивлялась, отбрасывая руки и ложась на землю. Она была полна решимости отказаться от любой помощи. Седация может поставить под угрозу их здоровье, и операция будет столь же рискованной. В этот критический момент Вилка понял, что здесь может происходить. По рации он проинструктировал бригаду готовиться к возможным дальнейшим родам. Сначала они смотрели на него с удивлением. Некоторые из них проработали в зоопарке более 20 лет и никогда не видели близнецов у гориллы. Однако их не нужно было долго убеждать, потому что, изучив Анжель более внимательно, они вскоре сами увидели, что происходит. Светло-серо-розовое пятнышко выглянуло и приблизилось к внешнему миру. Уилка был прав. Рождение близнецов у горилл было крайне редко, и еще менее вероятно, что оба детеныша родились целыми и невредимыми. Непосредственной угрозой было здоровье Анжель. Она начала сильно кровоточить и была истощена. Анжель, казалось, испытывала еще большую боль, чем раньше. Со стоном она схватилась за нижнюю часть живота, борясь с сильной болью, пронзившей все ее тело, и последовал еще один долгий период родов. На этот раз больше получаса. В конце концов Анжель растянулась на полу, задыхаясь от истощения. Родился второй, почти такой же ребенок, на этот раз девочка. Она была такой же крошечной и очаровательной, как и ее немного старший брат, но ее милая внешность скрывала ряд проблем. Второй ребенок был не таким здоровым, как первый. У него был кашель, затрудненное дыхание и признаки обезвоживания.
Любая из этих проблем может представлять серьезную угрозу. Было бы действительно чудом, если бы она выжила. У Анжель не осталось сил взять ребенка. Бригада вытащила ребенка из вольера и доставила в операционную. Несколько мгновений спустя, когда горилла села и попыталась отдышаться, чтобы прийти в себя, она со страхом посмотрела в ту сторону, где ее ребенок исчез за воротами вместе с людьми. Измученная и запыхавшаяся, она наконец уснула под бдительным присмотром оставшегося ветеринара. Ее дочь увезли в операционную, подальше от матери. Никто еще не знал, что это было совершенно неправильное решение, которое имело бы катастрофические последствия. Ребенка гориллы подключили к нескольким шлангам, чтобы обеспечить постоянную подачу воды и питательных веществ. С тех пор, однако, план лечения стал менее ясным. Так больше не могло продолжаться. Команда почти полностью замолчала. Ни один из них не был оптимистичным, что этот ребенок выживет. Если ребенок был без сознания или плохо дышал, его обычно приходилось усыплять. Вилка отчаянно пытался получить экспериментальное лекарство, о котором он слышал, по нескольким звонкам в ближайший исследовательский центр. Возможно, это единственный шанс на жизнь маленькой гориллы. Если бы у проекта было больше финансирования, то лекарство было бы на складе. Препарат был специально разработан для этого вида западной равнинной гориллы. К сожалению, ни в одном из близлежащих зоопарков препарата не было в наличии. Ближайший находился в Испании, на расстоянии более 1500 километров. Это были хорошие новости. Это означало, что лекарство могло быть отправлено немедленно, но даже при ускоренной доставке оно прибыло бы не ранее, чем через пару дней. Команда круглосуточно заботилась о маленькой горилле, но, вероятно, этого было бы недостаточно, чтобы продержаться так долго. Уилка обдумал ситуацию в целом. Тем временем Анжель очнулась после сна и изо всех сил пыталась понять, где она находится. Но как только к ней вернулось самообладание, она остро осознала, что потеряла своего ребенка. Она также чувствовала нехватку времени, потому что не знала, сколько времени прошло с тех пор, как врачи забрали у нее ребенка. По прошествии нескольких часов она поняла, что что-то не так. Людей нигде не было видно. Горилла подхватила одной рукой первого малыша и подбежала к краю своего загона. Она начала стучать свободной рукой по забору, чтобы привлечь чье-то внимание. Ветеринар, назначенный охранять вольер, скрылся через потайную дверь, опасаясь того, что защищающая мать может в любой момент проявить агрессию. Молчание только еще больше разозлило ее. Команда наблюдала за гориллой через камеру наблюдения. Для сотрудников ее поведение было хорошим знаком, потому что это означало, что она жива и здорова. Тем временем сердцебиение детеныша гориллы замедлилось, а дыхание участилось. Почти все сотрудники уже потеряли надежду. Но у Вилка была необычная идея. Но когда он впервые предложил это, коллеги быстро отвергли его. Однако ситуация становилась все более отчаянной, и было решено попробовать. Уилка хотел дать Анжель шанс подержать ребенка в надежде, что это вызовет какую-то глубокую материнскую связь и сотворит чудо. Все еще одетый в белый хирургический халат, он вынес младенца в вольер Анжель, которая тут же заинтересованно склонила голову набок. Преодолев свои эмоции, Анжель побежала к Вилка. Был короткий момент, когда команда не была уверена, собирается ли она быть агрессивной или нет. Но эти страхи исчезли, когда она осторожно взяла своего второго близнеца из рук Вилка. Они обменялись долгим понимающим взглядом. Однако, когда горилла обернулась, она издала мощный стон. Но Анжель не собиралась сдаваться. Горилла осторожно покачивала новорожденного из стороны в сторону. В этот момент произошло нечто неожиданное. Почувствовав теплые объятия матери, маленькая горилла медленно вытянула конечности, движение, которого он не делал с самого рождения. Вилка был всего в нескольких метрах и едва мог поверить своим глазам. Он ожидал, что вскоре ему придется извлекать бездыханное тело из вольера. Но когда ребенок прислонился к груди Анжель, и она крепко прижала к себе обоих близнецов, состояние малыша внезапно улучшилось. Уилка подошел к ним и аккуратно приложил стетоскоп к груди ребенка. Мужчина снова услышал, как его сердцебиение участилось. На мгновение Вилка с трудом мог поверить, что его нетрадиционный метод действительно работает. Со смотровой площадки наверху он улыбнулся своим коллегам. По крайней мере, на данный момент ситуация выглядела многообещающе. Еще несколько анализов подтвердили, что здоровье малыша действительно улучшается.
Срочно необходимое лекарство наконец прибыло на следующий день. Уилка бросился встречать фургон на стоянке рано утром, торопливо нацарапал свою подпись и вернулся в зоопарк. Уилка снова вошел в ограду. Из-за тесной связи, которую он установил с Анжель, она доверяла ему больше, чем кому-либо другому. После того, как препарат был введен, потребовалось всего несколько часов, чтобы он начал действовать. Жизнь младенца была спасена. И, таким образом, важный шаг для сохранения горилл. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.